Если вам когда-либо было интересно, может ли обычный мужчина без специальных навыков действительно построить дом на своем участке, то вы попали по адресу. И хотя сборка каркасного дома размером 6 на 3 метра порой бывает весьма непростой задачей, поверьте мне, и это вполне реально. Итак, на чем же мы остановились в прошлый раз? Давайте освежим память. Я завершил обшивку дома снаружи обожженной доской и покрыл ее защитным лаком. За кадром я также установил 4 надежные опоры из ФБС-блоков. Именно на них ляжет основание моей будущей террасы. Да, вы правильно поняли. Сегодня мы будем заниматься именно террасой. Ее длина будет почти соответствовать длине дома, около 6 метров, а ширина составит 2,5 метра. Пока я решил оставить эту площадку без защитного навеса от осадков, но в дальнейшем, возможно, изменю свое первоначальное решение. Здесь стоит сделать небольшое, но важное отступление. Если бы не мои собственные ошибки на начальном этапе строительства крыши дома, когда я по неопытности установил стропила шириной 15 см вместо необходимых 20, у меня не было бы столько лишнего материала, который так удачно пригодился для террасы. Получается, что иногда даже ошибки могут принести пользу. Однако, вам, прежде чем приступать к строительству дома своей мечты, я настоятельно советую. Обязательно заранее проведите расчеты снеговой и ветровой нагрузки на крышу, исходя из климатических особенностей вашего региона. Вот таким вот образом, благодаря непредвиденному излишку бруса, у меня и появилась идея постройки террасы. Первым шагом в сегодняшней работе является установка металлических опор. Предварительно я просверливаю необходимые отверстия на лицевой стороне дома, а затем, используя ключ-трещотку, надежно закручиваю саморезы с гроверной шайбой для максимально прочной фиксации. Важно отметить, брус, на который впоследствии будет подшита половая доска, был заранее тщательно обработан специальным антисептиком. Это критически важный момент при возведении каркасного дома, особенно в лесной местности. Ведь здесь, к сожалению, нередко водится такой вредитель, как короед, и защита от него необходима. Расстояние между лагами у меня составило приблизительно 85 см, и, соответственно, на всю длину дома было установлено 7 металлических опор. Ключевым моментом здесь является точное выравнивание всех опор по одному уровню, что не представляет особой сложности. В качестве гидроизоляции на опорные столбы подлаги пола я укладываю рубероид. Сразу предусмотрел использование подкладной доски, поскольку изначально столбы не были выставлены идеально по уровню. И горизонтальный уровень я буду выводить уже непосредственно на месте. Как я и предполагал, первый брус лег идеально по уровню, хотя один край потребовал небольшой подпилки. Последующие брусья я уже выставляю непосредственно по месту, добиваясь идеального совпадения. Этот процесс хоть и требует внимания, не является чрезмерно сложным. И результат, когда видишь, что все стало ровно как надо, вызывает истинное удовлетворение. Отлично. Последний штрих – монтаж лицевой доски. Я устанавливаю ее и креплю к уже установленным лагам, используя 3 гвоздя с лицевой стороны и пару гвоздей, забитых сверху под углом. Считаю, что этого будет вполне достаточно, хотя для дополнительной надежности можно было бы использовать металлические уголки. На мой взгляд, и без них конструкция получилась надежной. 3 оставшихся бруса, которые не лежали на опорных столбах, были укреплены уголками совместно с лицевой доской. Я всегда стараюсь тщательно проверять качество выполненных работ, поэтому, естественно, прогулялся по готовому каркасу своей будущей террасы и проверил ее на прочность и способность выдерживать мой вес. Все элементы держатся максимально надежно, что не может не радовать. В качестве пола я привез на участок половую доску сечением 150 на 40 мм. Со временем неизбежно произойдет усыхание досок, что приведет к образованию щелей. Возможно, более логичным решением было бы использование шпунтованной доски с пазогребневым соединением. Однако я принял решение, во-первых, сэкономить, а во-вторых, пока не уверен, буду ли в дальнейшем устанавливать навес над террасой. В таком случае, по моему мнению, использование дорогостоящего шпунтованного пола теряет свой смысл.
И, как всегда, не забываем о тщательной обработке досок со всех сторон антисептиком. Кстати, забегая вперед, могу сказать, что половую доску я обработал дважды для максимальной защиты. 15 лет я работал в мебельном бизнесе. Начинал региональным менеджером, потом стал соучредителем компании и впоследствии пришел к собственному делу. За это время у меня был опыт работы и с холодными продажами, и через сайт, что предсказуемо. Но помню тот день, когда я решил выставить свой товар на Авито. И для меня было большим удивлением, что это вполне себе самостоятельный источник стабильных продаж. Даже отдельный аккаунт создавал, чтобы отслеживать количество заявок. И результатом остался доволен. Сейчас уже 2 года, как я отошел от мебельных дел. И теперь сфера моей работы – недвижка. Сдать, продать квартиру очень удобно через Авито. Также от коллег из сферы слышал, что и продавать стройматериалы можно легко тоже в Авито. Предлагаю и вам попробовать начать продажи в онлайне с Авито, так как это не только удобно, но и выгодно. Я уверен, каждый хотел бы себя попробовать в роли предпринимателя. И в Авито для начала работы не обязательно заморачиваться бюрократией. Соответственно, никаких лишних затрат, если вдруг вы решите, что это не ваше. А если вы уже продаете товары на других площадках, то Авито даст возможность привлечь новую аудиторию благодаря тому, что можно выстраивать с покупателем более доверительные отношения. Очень удобный сервис по созданию объявлений. Площадка сама предлагает вам выбрать модель и модификацию у многих товаров. Большой охват потенциальных клиентов по всей России. Ну а больше всего мне нравятся супер удобные условия доставки. Отличный выбор среди сервисов доставки. Кстати, если оставить заявку на лендинге по ссылке в описании, то Авито подарит 5000 бонусов на продвижение. Еще один небольшой, но важный совет из личного опыта. Старайтесь не затягивать с использованием пиломатериалов после их приобретения. Дело в том, что на большинстве баз продается древесина естественной влажности. И, конечно же, никто не занимается ее камерной сушкой по всем технологиям. Достаточно 5 дней хранения, и доски уже начинают вести. Они изгибаются и скручиваются винтом. Мне, к примеру, пришлось буквально каждую доску выравнивать, поджимать, а в некоторых местах даже закреплять саморезами вместо обычных гвоздей, чтобы добиться ровной поверхности. Пол готов, но все доски имеют разную длину, поэтому я установил направляющую доску и аккуратно отпилил все по одной линии циркулярной пилой. Там, где доступ был затруднен, я воспользовался своей любимой ножовкой. У меня часто спрашивают ее название, поэтому запоминайте. Silky Big Boy 2000. Главное, остерегайтесь подделок. Оригинальная не будет стоить дешевле 9000 рублей. Отлично. В завершении этого первого рабочего дня я изготовил временные ступеньки из обрезков. В дальнейшем они послужат мне лекалами при создании чистового варианта. Что ж, рабочий день подошел к концу, и я вполне доволен промежуточным результатом. Сегодня предстоит много огненной работы, поэтому во избежание пожара, в
том числе от моего небольшого костра, где я сжигаю мелкие остатки древесины, предусмотрительно подстраховался 2 ведрами воды. Вообще же, по плану на сегодня создание ограждения, или, как еще его называют, перил террасы. Я нарезаю брус сечением 150 на 50 одинаковыми частями, каждая длиной около 95 сантиметров. При этом металлический уголок служит направляющим элементом, обеспечивая ровный распил строго под углом 90 градусов. Да, вы не удивляйтесь, на моем участке есть электричество, несмотря на то, что он находится в лесу. В начале марта мне установили столбы и счетчик, чему я несказанно рад, ведь таскать с собой генератор каждый раз было весьма затруднительно. Правда, до самого столба более 80 метров, поэтому в качестве временного решения я использую удлинителя с толстым сечением провода во избежание потери напряжения. Опорные столбы для ограждения уже напилены по размеру, но поскольку я стремлюсь выдержать единый дизайн с домом, их необходимо будет обжечь с помощью газовой горелки. После обжигания опорные элементы перил я закрепляю к полу обычными саморезами. Решил не использовать металлические уголки, поэтому, чтобы избежать смещения, при вкручивании саморезов под углом, я заранее прикрутил временные плашки. 4-5 саморезов на каждый брусок, на мой взгляд, вполне достаточно для обеспечения надежности. К тому же следует учитывать, что все перила в конечном итоге превратятся в цельную жесткую конструкцию, и никаких амплитудных раскачиваний из стороны в сторону не будет. Соответственно, металлические уголки, по большому счету, в моем случае не являются необходимостью. Итак, начало положено. Дальше все по той же схеме. Предварительно рассчитываю равное расстояние для установки столбов, разделив 549 см на 7. Получается не совсем круглое число, но это не имеет принципиального значения. Я отмеряю полученное расстояние от столба до столба и тщательно помечаю места установки карандашом. Все элементы уже установлены, и как вы можете видеть, вертикаль явно не везде соблюдена. Кое-где присутствует некоторый перекос, но в дальнейшем это легко можно будет скорректировать после установки верхней доски. Поэтому в этом нет ничего страшного, и не стоит из-за этого переживать. Повторюсь, металлические уголки мной в данной конструкции не использованы, только саморезы. Лучше, конечно же, использовать желтые саморезы. Их хотя бы можно будет в дальнейшем, в случае необходимости, выкрутить. На мой вкус это уже выглядит очень неплохо. Особенно когда вокруг раскинулась такая природная красота. Вот мы наконец-то добрались до заключительной стадии строительства террасы – установки декоративных элементов. Они послужат не только эстетическим украшением,
но и по моей задумке будут выполнять роль укосин, значительно усиливающих жесткость всего ограждения. Несколько таких элементов я уже успел сделать, не засняв для вас весь процесс. Поэтому давайте чуть подробнее разберем, как это у меня получилось. Я прислоняю доску нужного размера с внешней стороны ограждения под выбранным мной углом и изнутри карандашом отмечаю, где необходимо будет отпилить лишние части. И таким образом я подготавливаю все остальные вставки. После этого я покрываю полы вторым слоем антисептика. И на сегодня, пожалуй, хватит. Кажется, самое время подкрепиться. На свежем воздухе всегда хочется есть, даже в теплую погоду. Сегодня утром, когда я заезжал в магазин, совершенно случайно наткнулся на лепешки для тако. И тут же решил, почему бы не приготовить тако с сосиской и соусом. Процесс прост. Обжариваю сосиски на сковороде, выкладываю на лепешку, обильно смазываю соусом и обратно отправляю на огонь. Получается горячий, с хрустящей корочкой и, самое главное, простой и невероятно вкусный перекус. Именно то, что нужно, чтобы отметить окончание второго рабочего дня. На третий заключительный день мне оставалось завершить начатое, а для этого укрепить все декоративные элементы ограждения. Но, как это часто бывает, сказать легко, а вот сделать оказалось сложнее. Начнем с того, что сначала я напилил маленькие деревянные плашки. Никакой строгой привязки по ширине у меня не было. Сделал их, ориентируясь на собственный вкус, примерно по 3 сантиметра. После чего обжег. Прикручиваю я их с внешней стороны террасы, и они будут служить дополнительным упором для моих укосин, чтобы изнутри, например, мои дети случайно не выбили их наружу. Да только вот незадача. При попытке прикрутить тонкие деревяшки обычным саморезом, он их попросту ломал. Тогда стало совершенно очевидно, что сначала нужно сделать предварительные отверстия, засверлив их сверлом 6 мм, и только потом прикручивать. После этого небольшого ноу-хау дело пошло гораздо быстрее и успешнее. Теперь все держится великолепно, и ограждение не имеет никаких люфтов, за исключением самого его окончания, что, впрочем, объяснимо. Там будет установлена лестница. К сожалению, я не заснял момент подгонки всех деревянных элементов друг к другу, но примерно за час мне это удалось сделать. Дальше все проще простого. Креплю все элементы друг с другом на саморезы, и вот, наконец, я могу любоваться конечным результатом своей работы. Хотя нет, снова поспешил. Ведь дерево не просто так недолюбливают многие строители домов. Оно требует постоянного обслуживания и надежной защиты от агрессивного воздействия внешних условий. Поэтому я покрываю лаком всю конструкцию. Что ж, на сегодня у меня все. Было бы очень интересно узнать ваше мнение по поводу моей террасы. Возможно, у вас появятся новые идеи по ее доработке. Поэтому обязательно заходите в комментарии под видео. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, если хотите узнать, что будет дальше. А я пока подкреплюсь стейками индейки. Пока-пока и до скорой встречи.
Вот такой вот у меня помощник еще тут есть. Чуть-чуть решил принять участие. Мой сын Костя. Да, Костик? Молодец, ровно получается. Аккуратненько. Вот. И еще раз кисточку обмакивать.